Изолента Лайф. Доброе утро, Александр. Давайте поговорим о том, что происходит, на что нам стоило бы обратить внимание по итогам вчерашнего дня, на что обратить внимание сегодня с точки зрения боевых действий в специальной военной операции. Петр, если касаться востока Украины, там уже столько информации, что, мне кажется, подчеркивать лишний раз судьбу войск украинских и нацбатов, оставшихся в Донбассе и конкретно в Мариуполе, уже даже нет смысла. Их судьба предрешена, эти тысячи людей, в общем-то, либо дадутся в плен, либо будут уничтожены. И мне хотелось бы сейчас немножко других регионов Украины коснуться. Уже предыдущие 2 дня широко известно стало, что дрейфуют украинские мины в Черном море и создают опасность для судоходства. Но сегодня свежая информация появилась. Управление навигации и гидрографии военно-морских сил Турции официально выпустило уведомление, предупреждающее о дрейфующих минах в Черном море. То есть, если на Западе могли сказать, что первичная информация от ФСБ – это фейк, то в данном случае уже ВМС Турции предупреждают о дрейфующих минах, которые корявыми ручками установили военнослужащие украинские для того, чтобы не допустить десанта на побережье Николаевской или Одесской областей. И здесь лишний раз мы видим, как эта псевдогосударственность, псевдовоенно-морской флот приводит к угрозам европейской безопасности. Ведь эти неправильно установленные мины, вероятно устаревшие, не магнитные и электромагнитные, а скорее всего просто контактные, они сорвались с якорей, они дрейфуют в полупритопленном состоянии. По рисунку течений в этой части Черного моря они дрейфуют от Николаевской и Одесской областей в сторону Румынии, Болгарии и Босфорского пролива. А далее самое интересное. Там, вы знаете, Босфор, он ведь не неподвижный. Верхнее течение, более пресное, со скоростью 2 метра в секунду идет из Черного моря в Босфорский пролив и Мраморное море. А соленое нижнее течение, более медленное, но в данном случае оно нас не интересует. Потому что в верхнем слое течения эти полупритопленные мины могут попасть в Босфор и Мраморное море, где, как вы знаете, очень активно судоходство. И что там будет дальше, одному Богу или Аллаху известно. Это что касается экзотики. А эти мины, извините, пожалуйста, они насколько одна штука, она может потопить, скажем, там средний сухогруз, например, или она такая, какой-нибудь локальный вред наносит, и их надо хотя бы несколько штук, чтобы нанести серьезный урон? Такая мина способна потопить корабль любого водоизмещения. Вопрос, где конкретно произойдет взрыв. Вы же понимаете, что танкеры и сухогрузы разделены на отсеки. Если это произойдет, допустим, в машинном отделении, в районе машинного отделения, то все, корабль обречен. Если где-то в носовом, возможно, запаса плавучести хватит. Но во всех случаях это страшная опасность. Не касаясь даже того, что мины, установленные на пляжах, противотанковые мины, они штормами, прибоем могут менять свое местоположение, может камушком сверху, и будет взрыв. И с летним сезоном все эти мины будут на берегу, на пляже представлять серьезную угрозу для отдыхающих. А скажите, пожалуйста, у военных кораблей, у них есть какие-то противоминные методы? Допустим, десантный корабль, если он хочет все-таки подойти туда, к берегу, его эти мины останавливают, или он может их как-то там с ними побороться? Или есть специальные суда сопровождения, которые этим занимаются? Обычно для больших кораблей расчищают дорогу в море тральщики, тральщики флота. Естественно, есть разведка гидроакустическая, но все же перед большими кораблями обычно идут тральные силы. Ликвидация этих минных банок – дело очень долгое, дорогостоящее. Мы знаем по опыту после Первой и Второй мировой войн, как вредили эти старые мины гражданскому судоходству на Балтике, на той же, и до сих пор расчищают Балтику от мин Второй мировой войны. А когда они сорваны с якорей, непредсказуемы,
могут появиться в любом месте. Мгм. Это уже просто вот какой-то сюрреализм. Понятно. Давайте следующую тему, которую вы хотели озвучить. Следующая тема – это нарастающее применение высокоточного и могущественного ракетного оружия вооруженными силами России. То есть господству в воздухе над Украиной добавляется абсолютное превосходство технологическое в плане поражения военных объектов Украины, стратегической значимости, арсеналов, как это было в Ивано-Франковской области, где ракета «Кинжал» гиперзвуковая поразила подземное хранилище вооружений. Ну вот тут Джо Байден высказался по поводу «Кинжала». Он подтвердил, что эту ракету практически невозможно остановить. Президент США. В курсе. И я так понимаю, что именно нашим, так сказать, бывшим партнерам из НАТО и США был вот этот сигнал послан применения этих ракет. Совершенно верно. Ну, для того, чтобы просто послать сигнал, мы не настолько артисты и клоуны, чтобы тратить дорогостоящее вооружение на какие-то эффекты внешние. Все же Ивано-Франковский арсенал, он, знаете, в советское время был хранилищем ядерного оружия. Это минимум 100 метров под землей. Там поблизости находятся страны НАТО. Туда, видимо, свозили вооружение, вот, закупленное на эти миллиарды, выделенные США. И там немало партнеров потеряли после этого удара. В Николаевской области та же история. Там база Горючего находилась в подземном состоянии. То есть это огромная база Горючего, которой питались вооруженные силы Украины в Одесской области, в Николаевской, ну, куда смогли доставить его. Больше этого горючего нет. Как вы понимаете, техника без горючего двигаться не может. По арсеналам также наносятся высокоточные ракетные удары. А вот зона поражения, начиная от Львовской области, мы с вами говорили ранее про Яворовский полигон, Ровенской, Житомирской, Николаевской области объекты, они говорят о том, что недосягаемого какого-то оперативного тыла у вооруженных сил Украины нет. Они постоянно находятся под ударом. И особое внимание вот, вооруженных сил Украины базам иностранных наемников, оно тоже подчеркнуто ударами последних дней по точкам дислокации, начиная с Яворовского полигона и завершая вот базами наемников в Ровенской области и в Николаеве гостиница, вот, буквально вчерашний случай. Да, вы правильно сказали, что это все же и сигнал НАТО, сигнал США. Они убедились, что вот эти гиперзвуковые ракеты не мультики, что защиты от них нет. Они могут отследить полет, может быть, с какого-то спутника, но противопоставить этой ракете на Земле ничего не могут. И вот здесь, на мой взгляд, самая интересная коллизия возникает. Несмотря на все вот это, на успешное развитие российской специальной операции, получает развитие польский проект неких миротворческих сил на территории Украины. Буквально вот свежее заявление посла украинского в Польше Андрея Дещицы свидетельствует о том, что Польша готовится отразить военную агрессию со стороны России. Вот, на мой взгляд, это явный элемент операции прикрытия и подготовка польских вооруженных сил к входу на территорию Украины. Есть даже такие сведения, что Польша намерена отжать западные области, которые ранее входили в ее состав, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую. Ну, в общем, 4 области, которые Польша намерена прихватить. На этом фоне, вот понимаете, возникает вопрос. Вообще Украина, она как государство, ну, цель его, смысл его существования. Понятно, что безопасность Украины может гарантировать только Россия. И, как это было раньше, только военные базы и гарнизоны России от Львова до Харькова. Если Украина не способна самостоятельно сохранить государственность и обороноспособность, но при этом Киев желает заработать на продаже интересов России партнерам, ну, здесь вот возникает ответ, откуда вот возникла ситуация, когда Россия вынуждена была
начать специальную военную операцию. И вот 24 марта будет вне очередной саммит НАТО, посвященный Украине. США уже заранее предупредили партнеров, подмигнули, так сказать, что мы, мол, не намерены вступать в вооруженное противостояние с Россией. Но если кто-то в Европе пожелает защитить Украину своими вооруженными силами, мы не будем возражать. Вероятнее даже будет всяческое содействие, финансовое, оружейное. Как вы понимаете, под флагом войска польского на украинскую территорию могут войти войска нескольких стран НАТО. И далее принимают вполне явственные очертания на финише такой провокации, все что угодно, включая очертания ядерного гриба над Варшавой. Почему только над Варшавой? Ведь у них получается, что если поляки, то есть у них по регламенту НАТО они могут как это повернуть? Они могут сказать, что так как поляки сами туда пошли воевать, то НАТО не обязано за них заступаться, потому что на них никто не нападал, но они пускай сами там разбираются. Так что ли? То есть получается, что НАТО не будет вмешиваться формально, да, а поляки сами решили, ну, типа, ваше право. Примерно такой расклад, да? Да, вы заметили правильно. И вот предыдущие все высказывания руководства США и генсека НАТО Столтенберга, они свидетельствуют именно вот об этом дистанцировании. Вроде того, что, ну, раз Польша так решила, это ее право, мы ее благословляем. Другое дело, что Польша будет заряжена другими странами НАТО, получит вооружение, поддержку финансовую. Вот я бы сказал, что это наиболее вероятное угрожающее развитие событий, и как-то притормозить это развитие может только, ну не знаю, какое-то большинство вот на этом саммите НАТО. А если большинство согласится и промолчит, то, скорее всего, Польша втянется в эту провокацию, тем более, что эскалацию всячески поддерживают Соединенные Штаты. А насколько, ну хорошо, Польша втянется, допустим, а насколько, ну, с точки зрения наземной логистики, вообще это все может иметь успех? Ну, смотрите, ведь сегодня вооружение поставляют или пытаются поставлять большое количество стран европейских на Украину. Ну, правда, они не поставляют самолеты, но мне кажется, что это технически не очень просто. Тут вопрос, наверное, использования польской инфраструктуры, там, объектов ПВО, аэродромов и так далее. Но если они втягиваются таким образом, то ведь тогда они же получат удары и от нас по собственной территории. А это уже агрессия против НАТО и со всеми вытекающими. Но вообще довольно такой, ну, скажем так, тревожный, так сказать, ход событий гипотетический. Петр, вы правы. То, что мы сейчас обсуждаем, это, с одной стороны, гипотетический ход событий, а с другой стороны, вполне реалистичный. И вот эта коллизия, как это все будет складываться, насколько будут дистанцированы НАТО и США от этого процесса, это только практика покажет. И вот то, что произойдет после 24 марта. Но то, что вот этот второй фронт Польши сейчас более всего угрожает независимости и государственности Украины, ну, это совершенно очевидно. И я думаю, что вот эта тема в ближайшие дни получит продолжение. Ну, смотри, с моей точки зрения, если, опять же, гипотетический сценарий рассмотреть, и, допустим, Польша там вводит какой-нибудь контингент для, не знаю, там, для стабилизации и так далее на Западную Украину, вот, ну и как-то с какими-то ограничениями начинает участвовать в боевых действиях или без ограничений, то ведь переговоры моментально между Россией и, там, скажем, Западом, они смещаются, то есть Украина из них выпадает. Они перестают быть субъектом этих переговоров и становятся объектом. Да? То есть просто речь тогда идет о разделе Украины, и все. Совершенно верно. Потому что тогда зачем нам разговаривать? Дайте с поляками тогда разговаривать, если так. Вот этого слова «раздел Украины». Но вы правильно подчеркнули историческую эту деталь. Ну да. Да, слушайте, перспективы, конечно, не радостные, ну, вернее, как не то, что не радостные, не очень, тревожные, вот правильное слово. Но будем следить. Скажите, пожалуйста, да, извини, Трофим, может, у тебя есть какие-то вопросы по военной части? Не, я внимательно слушаю, я тут
У нас вчера был очень интересный собеседник здесь, бывший американский военный, но он русского происхождения, сейчас переехал в Россию, может быть, вы видели. Интересно, мы с ним про наемников поговорили. Вообще, есть ли какие-то, вот вы наблюдаете ситуации, есть ли какие-нибудь признаки, ну, скажем так, если можно сказать, возрождения вот этого наемничества, которое было разгромлено ударом по Яворовскому полигону, многие отъехали там к себе на родину, возвращаются ли? Что-то как-то не слышно про иностранные вот эти вот батальоны новые, и как-то эта тема ушла немножко в песок. Или все-таки они опять формируются, опять начинают ехать? Тема не ушла в песок. Ну вот в начале нашего разговора мы уже коснулись ракетных ударов по местам расположения наемников в Львовской области, в Ровенской, в Житомирской и в Николаевской. Это вот буквально недавно, минувшие несколько дней. Ровенская, Житомирская и Николаевская — это минувшие 2 дня. То есть они засвечены, места дислокации известны, их методично уничтожают. Вопрос качества и влияния вот этих вот иностранных легионеров на ход боевых действий переоценивать не следует. Здесь скорее какое-то количественно идет. Ну вот вы помните, самый результативный и смертоносный снайпер НАТО из Канады, который в Ираке, в Афганистане воевал, убил множество людей. Он очень быстро отправился на Украине в Небесную Сотню. Это говорит о том, что даже лучшие из этих наемников, подготовленные, они совершенно не готовы к противодействию вооруженным силам России, обладающим технологическим и огневым превосходством. Это просто то, что у них было в их судьбе, в их опыте ранее, ну, это несопоставимо с тем, что они увидели на Украине. Именно поэтому многие очень быстро отъезжают обратно в Польшу или еще в какие-то страны, и там рассказывают про сущий ад, чистый ад. И об этом, кстати, пишут и зарубежные издания. Про вот этот чистый ад и далее подробности. Еще одна тема. В начале боевых действий, я, может быть, ошибаюсь, мое впечатление, просто поправьте. Вот сейчас я читаю эти самые новости от Министерства обороны, сводку, брифинг этого самого Министерства обороны. Там говорится о том, что за последние сутки сбили 14 украинских беспилотников, а всего сбили что-то 230 этих беспилотников. Вообще, сколько у них этих беспилотников-то? Потому что в начале боевых действий речь шла о том, что у них там чуть ли их не 20 штук. Или это мне показалось, и я ошибаюсь. Или там их действительно большое количество. Вы правильно подметили. Вы внимательно анализируете информацию и выхватываете самое главное, должен заметить. Я тоже обратил внимание, что десятками сбивают самолеты, беспилотники, а они все не кончаются. Это говорит, может, только об одном, что есть внешний источник поставок. Су-25, которые сбивают, наверняка на бреющем полете пролетают из Румынии или из Польши. Тихо. Ну, вы же понимаете, там где-то крутится в воздушном пространстве НАТО американский АВАКС, отслеживает обстановку, говорит, вот сейчас можно пролететь, авиация России отошла на аэродром, я условно говорю. 30 секунд у нас. Находят такую вот возможность проскочить. И где-то на запасном аэродроме сесть или просто заскочить и улететь обратно в Польшу или в Румынию. Мы здесь можем только догадываться, как это происходит. Но вот то, что вы подчеркнули, что не кончаются эти самолеты и беспилотники, говорит только об одном. Что поставки идут. Внешние какие-то поставки все-таки дотягиваются. Александр, спасибо вам большое.